Сегодня брифинг будет необычный, в том плане о том, что по пятницам мы всегда делали недельное. Так как конец года, я постараюсь осветить более подробные цифры, те, что происходили в течение года, уходящего 2016. За прошедший год армия Донецкой Народной Республики значительно повысила уровень боевой готовности своих подразделений. Проведение танкового биатлона, бригадных тактических учений, форсирование водных преград и высадка морского десанта – вот только некоторые примеры повышения мастерства и уровня подготовки военнослужащих всех категорий армии Донецкой Народной Республики. Ситуация на линии соприкосновения войск Донецкой Народной Республики оставалась сложной. В течение года представители миссии ОБСЕ ежедневно отмечалось отсутствием тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины в отведенных местах хранения, что свидетельствует о его активном применении украинским командованием против мирного населения Донбасса. За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 223 раза. Общая масса выпущенных по территории республики боеприпасов составила 2000 тонн. Было разрушено и повреждено 820 домостроений и объектов инфраструктуры республики. Артиллерийским, минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. Были зафиксированы факты получения ранений ремонтниками. Целеуказание и корректировка огня артиллерии и минометных расчетов осуществлялась с применением беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, поставляемые пособниками террористов, так называемыми волонтерами. Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта по составе на декабрь 2016 года, составили личный состав 32 438 человек, танков 213 единиц, артиллерии станов калибром 152 и 122 мм 351 единица, минометов калибром 82 и 120 мм 198 единиц, РСЗО 84 единицы, боевых бронированных машин 1154 единицы. Военно-политическое руководство Украины не оставило попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе, несмотря на взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. И даже после обоюдных договоренностей о прекращении огня, украинская сторона продолжила наращивать количество обстрелов территории республики. За год нами зафиксировано более 100 провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций. Наибольшее количество такого рода провокаций зафиксировано в четвертом квартале 2016 года, после указания министра МВД Авакова, секретаря СНБО Турчинова, подразделения Национальной гвардии о решении конфликта путем силового захвата Донбасса. И несмотря на указания украинских силовикам рядом зарубежных стран помощи, предоставление летального оружия и других материальных средств, все попытки захвата наших позиций были безрезультативными и приводили к масштабному количеству потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Украины. Крайний случай такой попытки произошел 28 декабря в районе населенного пункта Крутая Балка, где из-за бездумных и преступных действий украинского командования погибли 3 и ранено 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Согласно официальным данным Министерства обороны Украины, за 2016 год потери Вооруженных сил Украины составили 214 погибших, 1324 раненых. Однако, зная склонность украинского военного руководства к фальсификации и сокрытию данных о потерях от общественности, можно только предполагать о реальных цифрах убитых и раненых. Согласно информации от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составило около 600, раненых более 2000. Уходящий год охарактеризовался новой выбранной тактикой ведения боевых действий со стороны украинских силовиков, а именно захватом населенных пунктов, находящихся в так называемой серой зоне, что является грубейшим нарушением Минских соглашений по разведению сторон. Такими действиями преследуется несколько целей. Во-первых,
захватом населенного пункта украинской стороной анонсируется как очередная победа над противником, вне зависимости от того, что подразделений вооруженных сил Донецкой Народной Республики там не было. Тем самым у украинской общественности складывается мнение о мнимых успехах вооруженных сил Украины в зоне АТО. Во-вторых, расстояние между нашими позициями и позициями вооруженных сил Украины сокращается, что позволяет украинской стороне более активно совершать вооруженные провокации в отношении военнослужащих вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Но как бы ни старались украинское военное командование улучшить имидж вооруженных сил Украины, у них явно не получается. На смену профессиональной армии была сформирована рекрутская армия Порошенко. Мобилизованные, даже получив опыт боевых действий, все же худшие солдаты, чем кадровые военные. К тому же под ружье стало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может. Ставка же на добровольческие батальоны привела к тому, что эти добробаты время от времени выходят из-под контроля и стали дополнительной головной болью как для командования, так и для мирных граждан. Отмечаем возросшее количество тяжких преступлений со стороны украинских силовиков в отношении мирных жителей. Грабежи, разбои и даже убийства, как в случае, происшедшем на КПВВ «Майорск» 14 декабря, стали обычным явлением для подконтрольных Украины территорий, что также не добавляет престижа и поддержку вооруженных сил Украины среди мирного населения. С начала 2016 года в Донецкой Народной Республике от рук украинских карателей погибло 314 человек, из них 3 детей. Ранения различной степени тяжести получило 406 человек, из них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины. Таким образом, военно-политическая обстановка в 2016 году характеризовалась как сложно напряженная. Украинская сторона по-прежнему не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе и решить конфликт силовыми методами, которыми народная армия будет жестоко подавлять. В следующем году системная работа по подготовке военнослужащих будет продолжена, что является абсолютно необходимым, поскольку украинская сторона не готова к соблюдению перемирия. Пока такая ситуация сохраняется, армия Донецкой Народной Республики будет наращивать свои боевые способности и стоять на страже спокойствия людей.